Добрый день, хочу поделиться с вами техникой пранаяма по Калабхати. Она одна из самых знаменитых, многие ее делают, я ее делаю лично каждый день. Сейчас вот хочу в этом видео саму технику показать, что я делаю, как делаю. Вообще это дыхательная техника, дыхательное упражнение. Эта техника, она очень простая, переводится Капалабхати пранаяма как очищение. Это реальное очищение нашего организма, крови, насыщение кислородом, насыщение полезными веществами, то, что у нас есть в организме. В общем, давайте теперь расскажу, как ее делать. Делается она, садитесь в позу лотоса, полулотоса, по-турецки, руки на коленях, дышать будем животом, диафрагмой, закрываете глаза при этом. И мы сейчас будем делать, у нас ровная спина, мы не сгорбленные, ровная спина, плечи расслаблено, лицо расслаблено, глаза расслаблены. Я сейчас говорю слово расслаблен, на самом деле часто бывает то, что они напряжены. Мы не забываем то, что любая медитация, любая техника йоги, все делается на расслабление. Садитесь в ту позу, в которой вам удобно, чтобы у вас было расслабленное тело. Ну что, теперь давайте начнем. Дышать, как я уже говорил, мы будем диафрагмой, будем животом. Мы делаем резкие выдохи. Примерно, вот каждое утро я это делаю. Кстати, лучше делать эту технику пранаяму перед едой утром, вот как я делал. После этого я уже медитирую. Как это все выглядит? Глаза закрыли и начинаем выдыхать. Резкие выдохи именно. Характерный звук, вы слышите шипение такое. Сколько раз делать? Я делаю 108 раз. Новички некоторые делают поменьше, некоторые профессионалы, кто там уже давно эту технику делают больше. Но среднее число, среднее значение это 108 раз. По времени это занимает, ну, буквально минут, наверное, 10, вот не больше. Про себя я считаю каждые выдохи, но это еще не все. Вот мы 100 раз сделали, а что делать дальше? После того, как мы сделали 108 раз, 108 этих выдохов, мы делаем задержку. Задержку делаем на выдохе. То есть, когда мы 108 раз сделали, у нас воздуха нету, и мы задерживаем дыхание. Я советую считать про себя. 1, 2, 3, 4. Это две вещи. Первое, то, что мы отвлекаем наше внимание нашего мозга, то, что у нас нет кислорода, нам охота дышать быстрее. Это небольшая такая уловка ума, так называемая. А второе, это ради интереса. Потому что первый раз вы сделаете задержку, допустим, на 10 секунд, на 15, потом 20, потом 30. Я в среднем делаю по 50 секунд задержка. Иногда делаю 100 секунд, ну, по-разному опять же. И, кстати, я миксую. И эта техника тоже позволяет миксовать. Делать задержку на выдохе, либо на вдохе. То есть я месяц делаю задержку на выдохе, а месяц делаю задержку на вдохе. То есть своеобразный такой микс. Давайте еще раз в самом конце покажу. Как я уже сказал, прямая спина, расслабленное тело абсолютно, расслабленная голова, расслабленный лоб. И мы выдыхаем диафрагмой. И у нас характерные такие звуки. Поначалу, когда вы будете делать, возможно, вам будет немножко дискомфортно, непривычно. Но со временем вы этот дискомфорт преодолеете. И уже то число, которое, допустим, 108 раз, оно непростое, оно полумагическое из Индии, вы уже начнете спокойно выполнять эту технику. Еще раз повторю, что по звуку и как это все делается. Резкий выдох. И так постоянно. Ну, я думаю, вы поняли. Вы можете сами поэкспериментировать, посмотреть, как вам что было удобнее. У меня, наверное, все. Это простая техника, простая пранаяма, дыхательное упражнение. Оно очень эффективное. Я от него получаю, ну, реальную пользу, реальное удовольствие. И мое самочувствие, состояние до техники и после, это, ну, прям, я думаю, чтобы не доказывать вам, не рассказывать, вы сами попробуйте, сами эту технику сделайте один раз, и потом вы начнете ее применять каждый день, эту технику. У меня все. Спасибо большое. Если есть какие-то вопросы по этой технике, либо по другим пранаямам, то пишите в комментариях, буду на них отвечать. Всем большое спасибо, с вами был Сергей Витющенко, всего доброго, до свидания.